Технический анализ. Это словосочетание вы слышали не раз, если интересуетесь криптовалютами или биржевой торговлей. Кто-то называет его священным граалем трейдинга, а кто-то гаданием на кофейной гуще. Истина, как обычно, где-то посередине. И сегодня мы разберемся, как этот инструмент работает. А в конце видео мы расскажем, как вы можете применять теханализ в реальной торговле, даже если только начинаете свой путь на крипторынке. Так что досмотрите до конца, там будет самое интересное. Вы на Крипто.ру, канале независимого информационного портала о крипте для русскоязычной аудитории по всему миру. Подписывайтесь, здесь мы учим разбираться в крипте. Что такое технический анализ? Начнем с основы. Простыми словами, технический анализ — это метод изучения рынка, когда трейдер анализирует не саму компанию, не команду проекта, не новости и не фундаментальные показатели, а исключительно график цены и торговые объемы. То есть перед вами только чистая история движения цены во времени. И на ее основе вы пытаетесь спрогнозировать, куда цена пойдет дальше. Технический анализ зародился еще в конце 19 века. Его основоположником считается Чарльз Доу, тот самый, чье имя носит один из старейших фондовых индексов мира. Доу сформулировал ключевые принципы, которые актуальны и сегодня, спустя более чем 130 лет. Эти принципы одинаково хорошо работают как на рынке акций, так и на рынке сырья, валют и, конечно, криптовалют. Первое. Цена учитывает все. Это означает, что любая информация, которая может повлиять на актив, новости, отчеты, слухи, настроение инвесторов, уже отражена в текущей цене. Второе. Цена движется трендами. Тренды бывают трех степеней: краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные. То есть на рынке не бывает хаотичных случайных движений. Рынок либо растет, либо падает, либо находится в боковике. И третье. История повторяется. Психология людей за столетия не изменилась. Страх, жадность, эйфория и паника. Все те эмоции, которые движут рынками. И именно поэтому одни и те же графические паттерны возникают снова и снова. Теперь поговорим о том, чем технический анализ отличается от фундаментального. Фундаментальный анализ — это когда вы изучаете сам проект, команду, разработчиков, дорожную карту, технологию, конкурентов, рыночную нишу, партнерство. Вы пытаетесь понять, стоит ли этот актив своих денег и есть ли у него будущее. При техническом анализе вас все это совершенно не интересует. Вам нужен только график. Условно говоря, если фундаментальный аналитик отвечает на вопрос «что покупать?», то технический на вопрос «когда покупать?» и «когда продавать?». Идеальная стратегия, конечно, объединяет два подхода. Вы выбираете перспективный проект с помощью фундаментального анализа, а точку входа и выхода определяете с помощью технического. Именно так работают многие профессиональные трейдеры и инвесторы. Итак, с чего начинается практический технический анализ? С самого простого – с умения читать график. Ведь график – это, по сути, визуальная летопись рынка, где записано каждое движение цены за всю историю торгов. Существует несколько способов отображения ценовых данных на графике. Есть линейный график. Он просто соединяет цены закрытия одной линией. Есть барный график, знакомый по классическим западным биржам. Но самый популярный и информативный, который сегодня используют практически все трейдеры мира, это японские свечи. Их придумали еще в 18 веке, задолго до появления современных бирж. Создателем считается японский торговец рисом по имени Мунэхиса Хома. Он торговал на рисовой бирже в городе Осака и одним из первых понял, что цена зависит не только от урожая и спроса, но и от эмоций самих торговцев, их страха и жадности. Чтобы наглядно фиксировать эти настроения на бумаге, Хома разработал систему свечных обозначений. На Западе о японских свечах узнали только в конце 20 века, благодаря американскому аналитику Стиву Нисону. И с тех пор они завоевали весь мир, потому что дают максимум информации в максимально наглядной форме. Как устроена одна свеча? Каждая свеча показывает вам 4 ключевые цены за определенный период времени. Цену открытия, цену закрытия, максимум и минимум. Если свеча зеленая или белая, значит за этот период цена выросла. То есть закрытие оказалось выше открытия. Если красная или черная, цена упала.
Прямоугольная часть свечи — это ее тело, диапазон между ценой открытия и закрытия, а тонкие линии сверху и снизу, так называемые тени или фитили, показывают самые высокие и самые низкие цены, которых достигал актив за этот период. По сути, одна свеча — это концентрированная история борьбы покупателей и продавцов за конкретный отрезок времени. А целая последовательность свечей — это уже развернутая карта настроений рынка, по которой опытный трейдер читает происходящее почти как книгу. И здесь мы плавно подходим к отдельной большой теме — свечным паттернам, потому что отдельные свечи и их комбинации отлично демонстрируют, что происходит на рынке прямо сейчас. Свечные паттерны — это устойчивые комбинации из одной, двух или трех свечей, которые с определенной вероятностью сигнализируют о развороте или продолжении тренда. И что важно, работают они на любом рынке и на любом таймфрейме. Начнем с одиночных свечей. Молот. Это свеча с маленьким телом наверху и длинным нижним фитилем. Она появляется в конце нисходящего движения и говорит о том, что покупатели перехватили инициативу у продавцов. Перевернутый молот. Зеркальный сигнал. Длинный верхний фитиль, маленькое тело внизу, часто предвещает разворот вниз, если появляется на вершине. Доджи. Это свеча, у которой цены открытия и закрытия практически совпадают. Тело у нее широкое и тонкое, как ниточка. Доджи означает нерешительность рынка, равновесие между быками и медведями. Появление доджи после сильного тренда часто предупреждает о скорой смене направления. Из парных паттернов самые известные — поглощения. Бычьи поглощения выглядят так. Сначала маленькая красная свеча, потом большая зеленая, которая полностью ее поглощает. Это сильный сигнал разворота вверх. Медвежье поглощение — наоборот. Маленькая зеленая свеча, а следом крупная красная. Ждите падения. И один из самых надежных тройных паттернов — утренняя звезда и вечерняя звезда. Утренняя звезда — 3 свечи в конце падения. Большая красная, маленькая свеча в центре с гэпом вниз и большая зеленая. Это сигнал разворота вверх. Вечерняя звезда — то же самое, но на вершине и наоборот. Свечные паттерны — это язык рынка на его самом базовом уровне. И научиться его распознавать все равно, что научиться слышать интонации собеседника, а не только слова. Свечи можно смотреть на разных временных промежутках, которые называются таймфреймами. Одноминутный, пятиминутный, часовой, 4-часовой, дневной, недельный, месячный. Каждый таймфрейм дает свою картину. Скальперы работают на минутах, дейтрейдеры — на часах, свинг-трейдеры — на днях, а долгосрочные инвесторы смотрят на недели и месяцы. Общее правило такое: чем больше таймфрейм, тем сильнее и надежнее сигналы, которые он подает. Следующий базовый элемент теханализа — это тренд. Тренд, как мы уже говорили, бывает 3 видов. Восходящий, когда каждый следующий максимум и минимум на графике выше предыдущего. Нисходящий, когда наоборот, каждый максимум и минимум ниже предыдущего. И боковой или флэт, когда цена колеблется в узком диапазоне без явного направления. Торговать по тренду в разы проще и прибыльнее, чем пытаться его переиграть. Определить тренд можно на глаз, а можно с помощью инструмента, который называется линия тренда. Это обычная прямая, которую вы проводите на графике. При восходящем тренде по нижним точкам соединяя минимумы, при нисходящем по верхним точкам соединяя максимумы. Пока цена движется вдоль этой линии и не пробивает ее, тренд считается действующим. Когда линия пробивается, это первый сигнал того, что тренд может смениться. Теперь перейдем к, пожалуй, самому важному понятию во всем техническом анализе. Это уровни поддержки и сопротивления. Поддержка — это ценовой уровень, от которого рынок исторически отталкивается вверх. Условно говоря, покупатели считают цену на этом уровне выгодной и начинают активно скупать актив, что толкает цену вверх. Сопротивлением — это зеркальный уровень, только сверху. Здесь продавцы начинают активно фиксировать прибыль, и цена разворачивается вниз. Работа с уровнями — это без преувеличения основа основ. Большинство прибыльных стратегий строится именно вокруг них. От сильного уровня поддержки удобно открывать длинные позиции.
то есть покупать актив. От сильного уровня сопротивления – короткие, то есть продавать. А когда цена пробивает уровень, это либо сигнал к продолжению движения, либо ловушка для трейдеров, которую называют ложным пробоем. Интересный момент. Когда цена пробивает уровень сопротивления и закрепляется выше, этот уровень часто превращается в поддержку. И наоборот, пробитая поддержка становится сопротивлением. Это правило называется сменой полярности, и оно работает удивительно надежно. А теперь идем глубже, к инструментам, которые сами трейдеры называют своими приборами для приборной панели. Индикатор — это математический инструмент, который на основе цены и объема рассчитывает определенные значения и выводит их на график в виде линий, гистограмм или зон. Индикаторов существует сотни, но реально используемых около десятка. И знать их все вовсе не обязательно. Более того, обвешать график 12 индикаторами — верный способ запутаться и слить депозит. Начнем с самого популярного индикатора — скользящий средний. По-английски она называется Moving Average, или сокращенно MA. Это линия, которая показывает среднюю цену за определенное количество периодов. Например, скользящая средняя с периодом 200 на дневном графике – это средняя цена за последние 200 дней. Скользящие средние сглаживают ценовые колебания и помогают увидеть общее направление тренда. Если цена находится выше скользящей средней, тренд восходящий, если ниже – нисходящий. Пересечение двух скользящих средних с разными периодами часто используют как сигнал к покупке или к продаже. Следующий популярный индикатор – RSI. Это индекс относительной силы. Он показывает, насколько актив перекуплен или перепродан. Значения RSI колеблются от 0 до 100. Если RSI выше 70, актив считается перекупленным и вероятная коррекция вниз. Если ниже 30, актив перепродан и возможен отскок вверх. RSI прекрасно работает на боковых рынках, но на сильных трендах может давать ложные сигналы, так что использовать его нужно с умом. Еще один известный инструмент — MACD, что расшифровывается как схождение и расхождение скользящих средних. Он показывает соотношение между двумя скользящими средними и помогает определить моменты смены тренда. MACD особенно ценят за то, что он дает довольно ранние сигналы, но и ложных сигналов у него хватает, поэтому обычно его используют в связке с другими инструментами. Полосы Боллинджера тоже очень распространенный индикатор. Это три линии — средняя, верхняя и нижняя. Верхняя и нижняя образуют своего рода канал, внутри которого движется цена. Когда полосы сужаются, это говорит о низкой волатильности и часто предвещает сильное движение. Когда цена касается верхней полосы, актив может быть перекуплен, когда нижний перепродан. Наконец, объем. Хоть объем и не является индикатором в классическом смысле, это критически важный параметр, который часто игнорируют новички. Объем показывает, сколько актива было куплено и продано за период. И вот важное правило. Любое ценовое движение подтверждается или опровергается объемом. Если цена растет на растущем объеме, тренд сильный, движение будет продолжаться. Если цена растет, а объем падает, это тревожный сигнал, тренд может развернуться. А теперь об одном из самых сильных приемов технического анализа, о котором почему-то часто забывают говорить новичкам. Дивергенция — это расхождение между направлением движения цены и направлением движения индикатора. И это, пожалуй, один из самых точных сигналов на всем рынке. Как это выглядит на практике? Представьте, цена биткоина рисует новый максимум, выше предыдущего, а RSI при этом рисует максимум ниже предыдущего. То есть цена растет, а сила движения ослабевает. Это медвежья дивергенция, и она часто предвещает разворот вниз. Работает и в обратную сторону. Цена рисует новый минимум, а RSI — минимум выше предыдущего. Продавцы выдыхаются, покупатели готовятся к атаке. Это бычья дивергенция, сигнал к развороту вверх. Дивергенции отлично видны на RSI и MACD, и на индикаторе объемов. И самое ценное в них то, что они появляются раньше, чем сам разворот на графике, то есть дают вам время подготовиться. Но помните, дивергенция — это сигнал предупреждающий, а не приказывающий. Она говорит: тренд слабеет, но не говорит: разворот прямо сейчас. Всегда ждите подтверждения, например, пробоя линии тренда или сильной свечи разворота. А если хотите подробнее разобраться в пассивном доходе на крипте, смотрите это видео следующим. Двигаемся дальше. Графические паттерны.
Это фигуры, которые формирует цена на графике и которые с определенной вероятностью предсказывают дальнейшие движения. Паттернов существует множество, но есть классические, которые должен знать каждый. Голова и плечи – один из самых известных разворотных паттернов. Выглядит он как 3 вершины подряд, причем средние выше боковых. Когда цена пробивает линию, соединяющую основание вершин, это сигнал к сильному падению. Есть и перевернутый вариант – 3 впадины, где средние ниже боковых, что предвещает разворот вверх. Двойная вершина и двойное дно. Тоже разворотные паттерны, но проще. Цена дважды пытается пробить один и тот же уровень, но не может и разворачивается в противоположную сторону. Треугольники. Паттерны продолжения тренда. Цена сжимается все сильнее, амплитуда колебаний уменьшается, а затем следует резкий вывод в одну из сторон. Треугольники бывают восходящие, нисходящие и симметричные. Флаги и вымпелы. Короткие фигуры консолидации внутри сильного тренда. После формирования флага тренд обычно продолжается с той же силой. Значение паттернов — это как знание алфавита. Само по себе оно ничего не дает, но без него невозможно читать язык рынка. Отдельно стоит упомянуть уровни Фибоначчи. Это математический инструмент, основанный на числовой последовательности, открытой итальянским математиком Леонардо Фибоначчи еще в XIII веке. Ключевые уровни коррекции: 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6%. Считается, что после сильного движения цена корректируется именно по этим уровням. И что удивительно, это действительно работает на всех рынках, включая крипту. Прежде чем мы перейдем к практике, давайте честно поговорим о том, на чем спотыкаются практически все, кто только начинает изучать технический анализ. Эти ошибки стоили людям миллионы долларов, и вы можете их избежать, просто узнав о них заранее. Ошибка первая. Перегруз графика индикаторами. Новичок открывает график, лепит на него RSI, MACD, стохастик, 3 скользящих средних, полосы Боллинджера и Чимоку. И потом сидит, пытаясь понять, что все это значит. В итоге сигналы противоречат друг другу. Голова кругом, а сделки в убыток. Правило простое. 2-3 инструмента, которые вы понимаете глубоко, лучше 10, которые вы знаете поверхностно. Ошибка вторая. Торговля против тренда. Новичкам почему-то кажется, что купить на самом дне и продавать на самой вершине – это высший пилотаж. На деле это самый быстрый способ разориться. Тренд может длиться гораздо дольше, чем позволяет ваш депозит. Идите по тренду, а не против него. Ошибка третья. Отсутствие стоп-лосса. Я подожду, оно отскочит. Эта фраза убила больше депозитов, чем любые крахи бирж. Рынок не обязан вам ничего. Стоп-лосс – это признак профессионализма, а не слабости. Ошибка четвертая. Торговля на новостях без учета графика. Вышла хорошая новость по проекту, и новичок бросается покупать на пике эйфории. А профессионалы в этот момент как раз фиксируют прибыль, продавая ему свои монеты. График всегда честнее новостей. Ошибка пятая. Переторговка. Желание постоянно быть в позиции. Многие новички не могут просто сидеть и ждать хорошего сигнала. Им кажется, что если они не торгуют, они упускают возможности. На деле лучшая сделка – это часто та, которую вы не совершили. Профессиональный трейдер может неделями ждать нужной ситуации. Ошибка шестая. Увеличение убыточной позиции, так называемое усреднение вниз. Цена пошла против вас, и вместо того, чтобы принять убыток, вы докупаете, надеясь снизить среднюю цену входа. В 9 случаях из 10 это заканчивается катастрофой. И ошибка седьмая. Торговля на заемные деньги или на последние. Никогда не торгуйте деньгами, которые вам нужны для жизни. Психологически вы просто не выдержите просадки и наделаете глупостей. Теперь поговорим о самом важном, о том, как применять все это на практике. Потому что знать теорию – это одно, а зарабатывать совсем другое. Первое правило – никогда не полагайтесь на один единственный инструмент. Открыли позицию только потому, что RSI показал перепроданность – это путь к сливу. Настоящий сигнал – это когда несколько разных инструментов подтверждают одну и ту же идею. Например, цена подошла к сильному уровню поддержки. RSI показывает перепроданность, объемы растут и формируется свечной паттерн разворота. Вот это качественный сигнал. Второе правило. Всегда работайте с несколькими таймфреймами. Определите общий тренд на старшем таймфрейме, скажем, на дневном или 4-часовом.
Затем ищите точку входа на младшем, часовом или 15-минутном. Такой подход называется мультитаймфреймовым анализом, и он значительно повышает вероятность успешных сделок. Третье и, возможно, главное правило – риск-менеджмент. Никакой, даже самый совершенный технический анализ не гарантирует стопроцентного попадания. Даже лучшие трейдеры мира ошибаются в 40-50% сделок. Разница между профессионалом и любителем в том, что профессионал строго ограничивает свои убытки. Всегда ставьте стоп-лосс, уровень, на котором вы автоматически закрываете убыточную позицию. Никогда не рискуйте более чем 1-2% своего депозита в одной сделке. Это может показаться слишком осторожным, но именно так вы выживете на рынке в долгосрочной перспективе. Четвертое правило – ведите дневник трейдера. Записывайте каждую сделку. Почему вы ее открыли, какие сигналы увидели, где поставили стоп, где взяли прибыль и где закрылись в убыток. Через месяц-два анализа этих записей вы увидите свои системные ошибки и сможете их исправить. Это бесценный инструмент роста. Пятое правило – контролируйте эмоции. Технический анализ работает только тогда, когда вы следуете своей системе. Как только вы начинаете отклоняться от плана, открывать сделки на эмоциях, переставлять стопы дальше, чтобы переждать просадку, удваивать позицию на убыточной сделке, система перестает работать. Дисциплина – это то, что отличает трейдера от игрока. Отдельно добавим несколько слов о специфике ниши. Крипта – это молодой, высоковолатильный рынок, который работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Здесь ценовые движения могут быть в несколько раз резче, чем на классических рынках. Здесь огромное влияние оказывают крупные держатели, которых называют китами. Здесь сильно влияние социальных сетей и настроений сообщества. Все это создает свои особенности, но фундаментальные принципы технического анализа работают и здесь. Более того, именно на крипторынке паттерны часто отрабатывают особенно четко. Возможно, потому что большинство участников работают именно по техническому анализу. Что дальше делать, если вы хотите освоить технический анализ по-настоящему? Начните с малого. Откройте демо-счет и потренируйтесь торговать виртуальными деньгами. Изучите 1-2 инструмента и доведите работу с ними до автоматизма, прежде чем переходить к следующим. Не гонитесь за сложностью. Самые эффективные стратегии обычно самые простые. Читайте классику, например, «Технический анализ финансовых рынков» Джона Мерфи. Эта книга – Библия трейдера, и она до сих пор актуальна. Помните, технический анализ – это не гарантия прибыли. Это инструмент, который в опытных руках превращается в мощное оружие, а в неопытных – в способ быстро потерять деньги. Разница между этими двумя сценариями в вашем терпении, дисциплине и готовности учиться. Крипторынок не прощает лени и самоуверенности, но щедро вознаграждает тех, кто подходит к нему серьезно. Технический анализ – это одна из тех дисциплин, изучение которой окупается старицей. Не за неделю, не за месяц, но за годы работы обязательно. Если это видео было полезно для вас, поставьте лайк. Это лучшая благодарность каналу. А в комментариях напишите, какой индикатор используете вы. Следующим смотрите 5 историй успеха криптовалютных инвесторов. Видео уже на канале. Успешной торговли, разумных решений и стабильность зеленых свечей на ваших графиках.